Ритечка, ты ждешь? Сейчас. Никто еще не пришел. Вот Юлечка сидит, он думает, что там будет съемка. А съемка будет сегодня здесь. Вот и Юлька пришел. Вот и Юлечка. Юля, скажи, непонятно. Мы все там собрались, в той студии. А место съемки изменилось. Добрый день, друзья! Сегодня показываю стеллаж, специальный стеллаж, на котором орхидеи поливают только препаратом Аминосил. Те, кто смотрит канал постоянно, знают, что этот эксперимент начался более 2 месяцев назад. И этот стеллаж мне муж собрал специально, чтобы поместить на него 70 орхидей, которые участвуют в этом эксперименте. Прошло достаточно большое количество времени, чтобы сделать промежуточные выводы. Как поливаю эти орхидеи аминосилом, как я снимаю их, выношу в другую комнату, делаю там полив и возвращаю их на место, я это уже вам показала. И ссылку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Но пообещала, что обязательно вам покажу все орхидеи стоят, ну, или почти все орхидеи, которые стоят на этом стеллаже. И вот в такой большой массе покажу, что сейчас с ними происходит. Я знаю, что есть сторонники применения этого препарата, а есть противники применения аминосила. Я не знаю, почему так случилось, но, видимо, не в то время или еще по каким-то причинам. Но хочу вам сказать, всегда применение любого удобрения должно войти в ту фазу, когда орхидея находится в вегетативном состоянии. И когда у орхидеи период покоя, ее бесполезно удобрять. У орхидеи природой заложено свои циклы. Или она растет, или она цветет, или она отдыхает. Ну, правда, вот здесь можно сделать сноску, что у орхидей фаленопсис у них нет ярко выраженного периода покоя. У большинства орхидей. Но все-таки есть такие орхидеи и среди фаленопсисов, которые выдерживают свой период покоя. Или есть у орхидеи недостаток питательных веществ, и она не цветет. Такое тоже может быть. Пока орхидея не накопит нужное ей количество макро- и микроэлементов, а особенно тех элементов, которые нужны для цветения, она цвести не будет. Ну, бывает такое. Как бы мы с вами не хотели приручить любимые наши фаленопсисы, все равно этот цветок остается тропическим растением. И полностью изменить его жизнь мы не можем. У него генетикой заложены какие-то свои предпочтения к цветению, к росту. Мы можем только поспособствовать его росту именно в тот момент, когда орхидея должна расти. И вот для этого мы и применяем удобрения. Но на данный момент, еще раз повторюсь, что орхидеи на этом стеллаже я экспериментально поливаю только препаратом аминосил. И вот что я вам хочу показать. Все равно мы с вами даже в своих квартирах не оторваны от природы. Ну мы-то ладно, а вот цветы точно не оторваны от природы. И они чувствуют, холодная у нас весна, жаркое у нас лето, морозная у нас зима. Они все это чувствуют. Но период роста чаще всего приходится на весну. И вот весной-то нужно помогать орхидеям, чтобы они активно росли. Но вот здесь я считаю, что вмешалась природа. У нас в этом году в южном жарком регионе, ну так
Получилось, что весна была затяжная и холодная. И мои фаленопсисы на это удобрение отреагировали и ростом, и активным выпуском цветоносов. Не только на этом стеллаже. На других стеллажах тоже появились цветоносы. Но на этом стеллаже это более ярко выражено. Там чуть меньше цветоносов. Здесь просто огромное количество. Я не люблю летнее цветение, потому что вслед за холодной весной начинается резко жаркое лето. И даже если я включаю сплит-системы, все равно растения чувствуют больше всего не сплит-систему, а то, что происходит за окном. Ну давайте я вам сейчас покажу, сколько орхидей выпустили цветоносы. Не уверена, что будет очень красивое цветение, потому что чаще всего, когда наступает жара, цветоносы, во-первых, могут затормозить свой рост. Во-вторых, могут сформировать всего 2-3 бутончика и зацвести. Вот зимнее цветение – это совершенно другое в нашем регионе. А летнее, ну посмотрим, увидим. Хотя, давайте начнем с нижней полки. И вот эти цветоносы успевают сформировать свои бутончики. И я тоже не могу сказать, что это шикарные ветки, но это молодые цветоносы, молодые растения, поэтому я от них и не жду огромных веток. Но вот эти уже формируют бутоны, и цветение скоро будет. Так, ну возьмем любой цветок, даже брать не буду. Просто показываю. Цветонос. Еще один. Почти из-под каждого листика виден цветонос. Где-то побольше, где-то поменьше. Пробуждают почки. Но не только, это даже достану, не только пробуждают почки, но и растет новый цветонос. Еще один. Вон там на заднем плане. Поднимаемся на следующую полку. Есть по 2 цветоноса выпустили орхидеи. При этом посмотрите, какие орхидеи растит корни. Даже куда-то в соседний горшок направились корни. Вот они. Орхидеи не только растят эти цветоносы, но и в это же время растят корни. Так, цветонос. Пробудилась почка. И если даже кажется, что на этой орхидее цветоноса нет, он просто спрятан под листиком. На переднем плане, вот здесь, находятся орхидеи или недавно пересаженные, или как наш знаменитый Арксрей. Ну что тут от него можно ожидать? Как всегда, почти ничего. Но даже Арксрей проклюнул маленький корешок. А вот детка на цветоносе, тоже с 2 корнями. Вот по 2 цветоноса. Маленькая бабочка, которую мы с вами вместе пересаживали, тоже растит цветоносик. И надеюсь, хотя бы один цветочек откроется, и мы увидим цветение этой бабочки пикантный апельсин. Дальше мне сложно вам показывать, но сейчас
попробуем навести камеру, потому что я не достаю. И тоже показать, что много, действительно много цветоносов появилось у орхидей. И, честно говоря, даже от тех орхидей, от которых я не ждала вообще никаких цветоносов, тоже их выпустили. Вот сейчас сниму, это мне сложно сделать, но сниму орхидейку, которая очень сильно болела. Я вам про нее рассказывала, про эту болезнь непонятную, пока я ее не пересадила. И в этом году она не цвела. Она очень активно наращивала корни. А вот эти корни начали расти после полива аминосилом. И вот появился цветонос. Это орхидея Андора. Постараюсь вам найти видео, где я рассказывала об этой болезни и обработке этой орхидеи. Посмотрите, она себя вырастила просто с нуля. Вот эти листья, они все были поражены вот этой болезнью, которую я даже не определила. И вот она начала растить себя с маленького листика, потом больше. И сейчас появился новый цветонос. Ждем цветения. И на этой же верхней полке мы сейчас просто проведем камерой по верхней полке, потому что доставать и снимать орхидеи мне оттуда сложно, но цветоносы там тоже есть, и их много. Но сниму одну орхидею и покажу вам. Это орхидея Абба. И, конечно, от нее никаких цветоносов я не жду. Потому что, во-первых, недавно была пересадка. Вот это точно видео, я вам оставлю ссылку в правом верхнем углу экрана. И я ждала ее адаптации. И сегодня перед съемкой я ее достала с полки и увидела, что у нее появился в точке роста маленький листик. Может быть, эта камера не передаст, но он есть. Так что и Абба чувствует себя прекрасно. А вот наверху, посмотрите, помимо цветоносов, как растут корни у орхидеи. Просто шикарно. А ведь у меня не так часто получается поливать орхидеи аминосилом. Получается всего 1 раз в месяц. И это помогает моим орхидеям и расти, и цвести. Любое удобрение – это плюс для орхидей, особенно в весенне-летний период. И еще мы сейчас перейдем в другую комнату, и я покажу вам, как цветет ванда. И одна из бульбовых орхидей, Dendrophalaenopsis, я его тоже недавно показывала, вот расцветает ветка, они стоят рядом. И бульбовые орхидеи и ванду я тоже поливаю этим препаратом. Пойдемте? Юлечка, мы уходим в другую комнату. Скажешь потом, что я тебя не будил. Вот она, красавица Ванда. Крупные цветы. А рядом стоит Dendrophalaenopsis. Как бы его так повернуть вам, чтобы было видно всю эту великолепную ветку. Они цвета с Вандой почти одинаково, но тоже крупные цветы. Очень контрастное сзади окно. Да, сзади у нас яркое солнце. К сожалению, термометра пока нет на этом Вот окне. Но я думаю, что там бы на солнышке уже показывала температуру градусов 40 плюс. И еще, я же тоже поливаю бульбовые орхидеи аминосилом, как я уже сказала. Посмотрите, какой шикарный рост новый пошел.
просто Пальма. в палец толщиной. Бульбовые орхидеи просто шикарно реагируют на полив удобрениями с гуматами. А аминосил как раз и является гуматным удобрением. Все никак не зацветет эпидендрум. Но все-таки, наверное, скоро хоть немножко цветов мы увидим. Вывод из этого. Именно в весенне-летний период обязательно нужно удобрять орхидеи. Они в это время набираются сил. Ну вот бывает летнее цветение. Да, кстати, в средней полосе России орхидеи должны цвести всегда. У них вообще не наступает период покоя. Но у нас, к сожалению, очень жаркое лето. И, конечно, где-то к середине июля заканчивается почти все цветение. Но зато орхидеи набираются сил в это время для зимнего цветения. А мы с вами должны им обязательно в этом помочь. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.